Мен дүткін тахалягачнар, тантахамдан хойцан джевена, тахот холунтовчетуке халеджанат. Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Хойт Санже, вы смотрите «Путешествие еды». «Путешествие еды» – это проект о культурном наследии айратской этнической общности и калмыцкого народа в частности. Говоря точнее, это проект о части культуры, о нашем кулинарном наследии. Мы будем рассматривать в основном два вопроса – историю национальной кухни и особенности приготовления пищи. Сегодня вы узнаете еще об одном из известнейших блюд монгольской, в том числе айратской кухни, о бузах. Бузы очень популярны в Монголии, Бурятии и с относительно недавних пор в Калмыкии. Изучение кулинарного наследия разных народов пока еще малоизученная область, однако на сегодняшний день известно достаточно много любопытных фактов о происхождении этого блюда, а точнее целого семейства блюд. Корни их истории уходят глубоко в историю кочевых народов и Китая. В наши дни семейство этих блюд распространено в странах Восточной, Центральной, Средней Азии, в России и на Ближнем Востоке. В Китае есть мантоу и баоцзи, в Корее есть манду, в Японии мандзю, в России пельмень, в Грузии хинкал, в Турции манты, бозманты и бёрек, в Афганистане, Саудовской Аравии и Пакистане манту, собственно в Монголии есть буз из пресного теста, мантун-буз из дрожжевого теста и манту – булочка без начинки. Тибет и Непал потребляют фаршированное момо, слово, которое произошло из китайского региона Цзяннань, где момо означает просто булочку без фарша. Во Вьетнаме готовят баньбао, на Филиппинах сиопао, в Таиланде салопао, а столетия спустя вариации достигли даже Гавайев, они известны как манапуа. В 1978 году в гробнице периода весен и осеней в провинции Шаньдун были обнаружены объекты, похожие на пельмени, содержащие начинку. Некоторые исследователи считают их самыми ранними образцами этого блюда, но их форма не слишком стандартна. Их возраст оценили в 2600 лет. При раскопках на северо-западе Китая, в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе в городском округе Турфан, археологи обнаружили 3 пельменя – дзяодзи, возраст которых оценили приблизительно в 1700 лет. По оценкам специалистов, блюдо могло быть приготовлено в эпоху Троецарствия в государстве Вэй, во времена правления древней династии Цзинь или в период южных и северных династий. Кроме этого, в Турфане археологи нашли пельмени более позднего происхождения, слепленные при династии Тан. Они сохранились очень хорошо. Ученые смогли определить, что для их приготовления использовалось тесто из пшеничной муки и мяса. Длина каждого пельменя составляет 5 см, ширина 1,5 По форме они напоминают месяц. В 1981 году в Чунцине нашли скульптуру с подобным блюдом на столе, в гробнице, построенной в период Троецарствия. В наши дни имеется много названий блюда, представляющего собой нечто, помещенное внутрь оболочки из теста. При всем разнообразии самым ранним названием блюда, скорее всего, является маньтоу. Самым ранним упоминанием маньтоу считается стихотворение в прозе ученого Шуси времен династии Западная Цзинь. Его относят примерно к 300 году нашей эры. Это произведение под названием Танг Бинфу известно только по фрагментам, которые цитируются в более поздних работах. Переводы его названия на английский звучат как «Ode to Boiled Cakes» – «Ода вареным пирожкам» или «пирожным», или «Rhapsody on Bing» – «Рапсодия о Бинге». В свою очередь, термин «бинг» для древнего Китая толкуется либо как «pasta type food» – продукты макаронного типа, видимо лапша, либо как любой вид пищи из теста на воде и муке, покрывающий некую начинку. Шуси пишет, что маньтоу, один из видов бинга, следует подавать на пирах ранней весной, когда суровые зимние холода утихли и погода теплая, но еще не душно. Предполагается, что во времена Шуси маньтоу представляли собой довольно большие мучные изделия с мясной или, возможно, сладкой начинкой. Нечто вроде пирожков или пирожных. Легендарная версия о происхождении маньтоу рассказывает об одном из походов на юг государственного деятеля и стратега Джугеляна в III веке нашей эры.
Во время кампании против мятежника Мэн Хо и его армии варваров Джугелян узнал, что народ юга или южные варвары Мань используют колдовство в битве и что необходимо молиться богам, чтобы те послали на помощь армию духов. Согласно обычаю, для того, чтобы боги отправили свои силы, нужно было убить человека, а его голову принести в жертву. Не желая делать такую жертву, Джугелян использовал баранину и свинину, завернутые в тесто так, чтобы все это напоминало человеческую голову. Боги, удовлетворенные этим обманом, послали своих призрачных солдат, чтобы помочь ему. Эта версия была изложена в книге Гао Чена «Происхождение вещей». Она была написана во времена династии Сун. По другой версии легенды из романа «Троецарствие» времен династии Мин, солдаты Джугеляна не могли перейти реку на юге из-за буйных волн. Они узнали, что по местному обычаю диких речных духов нужно было умилостивить. В отличие от первой версии, здесь нужно было принести в жертву уже 49 человеческих голов вместе с волами, козами или овцами. Джугелян, не согласный с бессмысленной бойней, приказал своему повару сделать модели человеческих голов из мучного теста, начиненного говядиной или бараниной, которые должны были называться маньтоу. Подношения были сделаны на берегу реки, волны успокоились, и войска смогли пересечь реку. Варварские головы Джугеляна вошли в китайскую кулинарную традицию вначале, видимо, как ритуальная пища для подношений. Со временем их название потеряло свое первоначальное кровавое значение с заменой оригинального символа мань, относящегося к южным варварским племенам, другим безобидным символом, который звучит так же, но не имеет особого значения. Эти легендарные версии, зафиксированные в первом случае спустя столетия, а во втором случае спустя более 1000 лет после описываемых событий, конечно же, не удовлетворяют современных исследователей, поэтому они стараются изучать более надежные источники. Изучение вопроса о происхождении маньтоу привело исследователей к другой версии, которую условно можно назвать среднеазиатской или уйгурской. В пользу этой версии они выдвигают следующие аргументы. Первый. Переводчики на английский кулинарного трактата монгольской династии Юань считают, что различные маньтоу, описанные в тексте, имеют преимущественно среднеазиатский характер и никак не связаны, за исключением общего имени, с незаполненной китайской паровой булочкой. По их мнению, автор монгольского диетического трактата и его современники передали название этой среднеазиатской пищи теми же иероглифами, что и для китайской булочки, скорее всего из-за отголосков старого фаршированного китайского маньтоу и сходства звуков. Кроме этого, они утверждают, что среднеазиатские термины, в том числе современные манты, вероятно происходят от слова «мамата» из словаря тюркских языков Махмуда аль-Кашгари, составленного в XI веке. Слово «мамата» при этом определяется как тесто, смазанное жирной курицей или мясом, чтобы жир не вытек при жарке. Если продолжить их мысль, получается, что тюркское понятие «мамата» и китайское «маньтоу» не связаны, а лишь созвучны. Второй аргумент. Поскольку китайские иероглифы, образующие слово «маньтоу», не имеют смысла по отдельности, но звучат так похоже на манты, есть соблазн предположить очень раннее использование этого слова среди кочевников, которые граничили с Китайской империей на Западе. И что маньтоу – это попытка воспроизводить звуки иного языка на китайском. Третий аргумент. В разные периоды и на разных территориях Китая для обозначения маньтоу использовались разные иероглифы с разным смыслом. Их объединяло только звучание. Не означает ли это, что в китайском языке появлялись разные комбинации знаков для обозначения одного и того же иностранного слова? В наши дни блюда, подобные манты, есть во многих странах Евразии, даже в таких отдаленных местах, как Филиппины и Гавайи. Но, как и в Китае, на этих языках слова, родственные маньтоу, не имеют своего значения, что позволяет предположить, что происхождение блюда лежит в другом месте. При этом у уйгуров в Китае есть традиционное блюдо под названием мантау, что на их языке означает хлеб, приготовленный на пару. К этому следует добавить, что исторически названия китайских блюд давались в честь основных ингредиентов или поэтически стимулировали аппетит. Голова варвара определенно не вписывается в эти рамки, что также может говорить о передаче заимствований из другого языка. Четвертый аргумент. Определенные пищевые обычаи и связанные с ними слова пришли в Китай из Центральной и Средней Азии, особенно во времена династии Хань и Тан, а также в период правления монгольской династии Юань.
Возможно, что маньтоу всегда было китайской передачей иностранного слова. Ведь еще ученый Шуси на рубеже 3-4 веков предполагал, что названия некоторых описываемых им блюд имеют иностранное происхождение, и писал, что некоторые методы приготовления пришли из чужих земель. Пятым аргументом могут быть образцы мяса, завернутого в тесто, которые обнаружили в захоронениях возрастом 1700 лет на территории Синьцзянь-Уйгурского автономного округа на северо-западе Китая. Однако, несмотря на все эти аргументы, исследователи не могут однозначно утверждать о среднеазиатском происхождении блюда и термина. Некоторые авторы пишут, что происхождение терминов типа манты в тюркских языках загадочно, а ранние письменные свидетельства скудны. Они же пишут, что несмотря на мнение о происхождении из Средней Азии, этот вид пищи произошел от еще более древнего китайского блюда. При этом находка древних пельменей в Синьцзяне не ставит точки в вопросе о происхождении блюда. Означает ли она, что это блюдо возникло там, или же эти образцы просто сохранились благодаря сухому климату? Было ли это блюдо местным изобретением или было приготовлено людьми, мигрировавшими в этот регион? Ведь это место находится почти на середине Великого Шелкового пути, и дать однозначный ответ на все эти вопросы очень сложно. К этому следует добавить, что кроме Синьцзяня, где обнаружены пельмени Цзяо-цзы с датировкой 1700 лет назад, пельменеподобные объекты с датировкой 2600 лет назад обнаружены в восточной провинции Шаньдун. Возможно, этот факт дает археологам основание утверждать, что кулинарные традиции распространялись в Китае с востока на запад, а не с запада на восток, как говорят сторонники среднеазиатской версии. В общем, несмотря на ряд приведенных фактов и аргументов, полной ясности окончательного решения в вопросе о происхождении маньтоу на сегодняшний день нет. Однако, каким бы ни было точное происхождение блюда, трудно поверить в случайность поразительного сходства между китайским словом маньтоу и тюркским манты. Напомню, что самое раннее упоминание маньтоу появляется в произведении ученого Шуси примерно в 300 году во времена династии Цзинь. Во времена Цзинь и после маньтоу был одним из видов блюд, состоящих из теста на воде и муке, покрывающих некую начинку. Во времена династии Тан маньтоу были обычно маленькими и изящными и считались разновидностью дьянь-синь, небольшой выпечки, предлагаемой в качестве закуски, а не основного продукта питания. Различные источники этого периода используют разные китайские иероглифы для их обозначения. Отношения древнего Китая и кочевых народов Центральной Азии всегда были достаточно интенсивными. Периоды войн сменялись относительно мирными периодами и торговлей. Известно много заимствований в китайском, полученных от кочевников, и наоборот, известно много слов в том же монгольском языке с китайскими корнями. Всплеск образования новых слов, описывающих манты, маньтоу и подобных блюд, произошел в Китае во времена династии Сун, примерно в XI веке, когда он находился под постоянными ударами северных соседей. Тогда же появились первые упоминания истории о полководце Джугеляне и варварских головах. Неизвестно, было ли это связано с попыткой облагородить историю происхождения маньтоу, или же это была попытка придать блюду древнее китайское происхождение. Сейчас вы видите это блюдо на фресках киданий, монголоязычного народа, северных соседей китайцев того периода. Во времена Сун маньтоу, уже с современным написанием, описывается как обычная закуска для студентов университетов в южной столице, городе, ныне известном как Ханчжоу. Эти маньтоу могли иметь начинку из свинины, баранины, говядины, курицы, утки, рыбы, гуся или любых овощей. Возникает вопрос, может ли такое употребление мяса, в частности баранины, связанной с кочевыми народами, быть показателем северного влияния? После падения северной столицы, Кайфена, Сунский двор мигрировал на юг, в Ханчжоу, что и могло принести туда волну этих самых северных влияний. По некоторым свидетельствам, в это время большинство подающих пищу заведений в Ханчжоу принадлежало жителям Кайфена. Примерно в это же время маньтоу уменьшается в размерах и больше не походит на человеческие головы из старой легенды. Тогда же появилось их альтернативное название – бао-цзы, то есть завернутая вещь или нечто завернутое. В монгольских языках слово бао-цзы превратилось в буз. С периодов Тан и Сун и в более поздние периоды маньтоу готовились из дрожжевого теста,
чем они отличались от среднеазиатских манты из пресного теста. Примерно в это же время этот термин стал применяться также к булочкам на пару без начинки, которые, по-видимому, были похожи на обычные маньтоу в современном Китае. Оба вида, фаршированные и не фаршированные, по-прежнему использовались в качестве ритуальной пищи. Вторжение монголов в Китай и учреждение ими династии Юань в 1271 году принесло с собой волну влияния из Центральной Азии. Трактат о диете и кулинарии, написанный в 1330 году для монгольского хана и его мусульманским придворным врачом, включает рецепты 4 видов маньтоу, которые явно включают элементы кулинарных традиций Китая и Средней Азии. В 2 из них, например, в составе начинки есть баранина, бараний жир и лук, типичные для среднеазиатской кухни. Они смешаны с китайскими приправами, имбирем и сушеной кожурой мандарина. Текст также включает 2 рецепта бао-цзи, которые по сути идентичны рецептам маньтоу, за исключением того, что в одном из них в качестве возможного дополнения к начинке из мяса ягненка, овечьего жира и хвоста, видимо курдючного жира, лука, сушеной кожуры мандарина, имбиря и грибов добавляют крабовые яичники, которые обычно являются ингредиентом юго-восточного Китая. Переводчики трактата отмечают, что описанные маньтоу не имеют ничего общего с современной китайской паровой булочкой без наполнителя, также известной как маньтоу. В монгольский период оба слова маньтоу и бао-цзи упоминаются в Китае наравне друг с другом. В современном монгольском языке эти слова приняли форму манту и буз. Монгольские ханы династии Юань распространили блюда из теста с начинкой по всей территории империи в качестве легкого в приготовлении блюда. О распространении в пределах империи и связи между блюдами у разных современных народов могут свидетельствовать и близкие по звучанию названия. Маньтоу, манты, манту, манду, мандзю, бао-цзи, бузы, позы. Например, на Корейский полуостров маньтоу попало через Китай во время монгольского вторжения в XIII веке. Оно стало предком современных корейских пельменей манду, блюдо из пресного теста с начинкой, которое можно варить, готовить на пару или жарить. В современном русском языке монгольское слово буз или бузы имеет вариант произношения позы. Подобный вариант произношения пази, пези, бази или безе имеется в Турции. Этим словом называются небольшие кусочки теста при производстве манты. Эти кусочки размером с кулак раскатываются в листы, нарезаются и складываются. Кроме этого, имеется турецкое блюдо боз-манты, название которого предполагает связь с монгольскими бузами. Боз-манты – это квадратные кусочки теста без начинки, которые варятся в воде. Блюдо распространено в основном в провинции Сивас Центральной Турции. Турецкие источники не объясняют происхождение этих слов, но по всей видимости их корни уходят в монгольский язык. Относительно недавно, во времена маньчжурской династии Цин, возникло современное разделение между термином маньтоу, который закрепили за булочками, приготовленными на пару, и бао-цзи, которым стали обозначать приготовленные на пару булочки с начинкой. В цинских источниках говорится, что маньтоу – это круглые булочки, приготовленные на пару из дрожжевого теста, и что поскольку в них нет начинки, их следует подавать вместе с другими блюдами. В разное время и в разных местах в китайском языке маньтоу означало большую булочку с начинкой, маленькую булочку с начинкой, булочку без начинки, ритуальную пищу, используемую во время сезонных праздников и жертвоприношений, закуску для студентов вузов, основное блюдо и изысканную выпечку. В современном китайском языке термин маньтоу эволюционировал для обозначения ряда продуктов, которые в разных регионах включают как простые приготовленные на пару булочки, так и фаршированные пельмени. Различные типы маньтоу были известны одновременно под одним или несколькими альтернативными именами. Маньтоу, дзяо, дзяо-цзи, бао-цзи, бао, хунтун, момо, дюаньцзи. Ясно, что картина очень запутанная. Точное происхождение терминов манты, маньтоу и их родственников загадочно, и нет убедительных доказательств того, что китайское слово имеет иностранное происхождение. Однако ясно то, что китайское слово маньтоу использовалось на протяжении веков в разных частях страны для обозначения различных мучных продуктов, как с начинкой, так и без нее. Самый распространенный вид современных маньтоу – это простая булочка на пару. И, как кажется, она имеет мало общего со среднеазиатскими манты, монгольскими бузами или корейскими манду.
Но если принять во внимание более мелкие юго-восточные китайские маньтоу с мясной начинкой и складками после лепки, эти различия менее разительны. К этому следует добавить, что ныне, наряду с маньтоу, в Китае распространены баоцзи из толстого дрожжевого теста, что отличает их от уйгурских манты или монгольских буз, которые делают из пресного теста. В отличие от происхождения блюда, вопрос о его распространении немного более ясен. Мы знаем, что на ранних этапах, во времена династий Цзинь, Сун, Тан, оно расходилось по Великому Шелковому пути. Не очень ясно, шел этот процесс с запада на восток или с востока на запад, возникло ли оно в одном центре или независимо в разных местах. Однако мы можем вполне определенно говорить о широкой передаче блюда в эпоху династии Юань. В период господства на большей части Евразии трансконтинентальной Монгольской империи, поощрявшей разные нововведения и торговлю, это блюдо разошлось не только внутри государства Юань или улуса Тулуя, но и по другим улусам империи. Напомню, что в наши дни в мире имеется целое семейство этих блюд. Манты, манду, маньцзю, момо, баньбао, сиюпао, салапао, буз, бюрик, пельнянь, хинкал и других. Рассматривая современную географию блюда, конечно, нельзя исключать того, что в каких-то регионах его могли изобретать параллельно. Но факт его передачи в пределах Монгольской империи несомненен. Древнее кулинарное изобретение, состоящее в заворачивании мясной начинки в тесто и приготовлении ее на пару, с разными вариациями было воспринято всеми народами империи. В наши дни, когда этого великого государства уже давно нет, это изобретение считается неотъемлемой частью кулинарной культуры множества современных народов. Как видим, бузы были свидетелями взлета и падения империи. Будучи частью глобализации XIII века, они распространились по безграничной территории монгольского мира и остались до наших дней в кухне разных народов. Конечно, и в современной монгольской кухне тоже. В этой кухне существуют разные виды буз, а кроме них имеются банши хунтун. Хотя буз, конечно, является одним из любимейших блюд. Примерно так же картина обстоит и во внутренней, а точнее говоря Южной Монголии. В северной части монгольского мира, в Бурятии, бузы также являются одним из любимейших блюд. Современные айраты, как часть монгольского мира, конечно же, тоже имеют бузы в своем кулинарном арсенале. Однако самая западная часть айрат, известная как калмыки, это блюдо утеряла. Скорее всего, в силу ряда потрясений, пережитых с 17 по 20 века. В наши дни, благодаря общемонгольским связям, бузы снова появились в калмыцкой кулинарной культуре. Правда, в основном пока не в домашней кухне, а в заведениях общественного питания. Сейчас мы видим приготовление буз одним из способов, практикуемых монгольскими айратами. Способ прост, используется минимум ингредиентов. Как объяснила хозяйка, при производстве фарша исчезает необходимый вкус мяса, поэтому мясо для начинки не перемалывается, а нарезается. Ну пакет адресин кuyruq atqar. Традиционно бузы в Монголии и Бурятии
делают шарообразные формы с отверстием сверху. Иногда это объясняют тем, что данная форма символизирует гер, войлочный дом. Данный же вид бус называется холгунбус, то есть буза мышиной формы. А теперь мы видим способ приготовления бус в современных городских условиях.
Следует отметить, что в отличие от кухни монгольских айрат и айрат Китая, именно в калмыцкой кухне бузы до недавнего времени отсутствовали. Они появились в последние годы благодаря общемонгольским связям и контактам Калмыкии с Монголией и Бурятией. Итак, бузы – универсальное блюдо. Благодаря тесту и бульону они моментально дают энергию и приносят удовольствие, а благодаря мясу обеспечивают долгую сытость. Даже при одном упоминании о бузах люди, знакомые с их вкусом, наполняются приятными воспоминаниями. Для кого-то эти шарики мяса, завернутые в тесто, часть приятных детских впечатлений. Однако бузы – это не только приятные впечатления. Это одна из жемчужин мировой кулинарии. Бузы – свидетели взлетов и падений империй, а также взаимодействия кочевых и оседлых народов. Их история – это история Великого Шелкового пути, по которому шла их передача и эволюция. Это также история Великой Монгольской империи, история наших кочевых предков и наглядное свидетельство связи между разными культурами. В заключение, уважаемые зрители, я прошу вас потратить немного времени и пройти небольшой опрос. Его результаты позволят продвигаться этому проекту. Ссылка на опрос находится в описании к видео. Это еще не все. Подписывайтесь на канал, и вы точно ничего не пропустите.